Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 13 ноября, воскресенье. Сегодня спокойный, благоприятный день, достаточно интересный день. Поэтому в этот день обязательно проведите простую практику, и деньги появятся у вас неизвестно откуда. И обязательно напишите это на окне, друзья, очень важная информация. А прямо сейчас ставьте лайк этому видео, вам ничего не стоит, а нам приятно. Итак, друзья, с вас лайк, а с нас ценные и важные знания. Итак, сегодня, друзья, спокойный и благоприятный день. Он не обещает быть особенно насыщенным и плодотворным, но в то же время позволит вам очень быстро восстановить свои силы. Сейчас вы правильно можете оценить свои возможности. Вы также интуитивно понимаете, как лучше действовать в той или иной ситуации. Не исключено, что вы сможете сегодня справиться с какой-то проблемой, над которой долго ломали голову. Также попробуйте найти ответы на какие-то сложные вопросы. Даже если вам это и сложно сделать, в любом случае отправьте эти вопросы в Вселенную, и вы удивитесь, но в самое ближайшее время к вам обязательно придет ответ. Также сегодня блестящий день для того, чтобы довести начатое до конца дело, хотя для этого нужно будет вам приложить немножечко терпения и выдержки. Многие дела сегодня будут казаться намного сложнее, чем вы могли предположить, и будут требовать больше опыта и сноровки. Поэтому вы можете вернуться спокойно к старым идеям, сейчас у вас есть шанс удачно реализовать их. Сегодня постарайтесь сохранять спокойствие, именно оно сегодня нужно, чтобы достичь успеха. Уверенность в своих силах поможет вам справиться со многими делами, в том числе сложными и запутанными. Трудно будет тем, кто привык во всем опираться на других людей. Сегодня самостоятельность очень важна. Вряд ли кто-то захочет стоять у вас сегодня на пути, а вот желающие поддержать обязательно найдутся. Сегодня женщины чаще обычного стараются вмешаться в ваши дела, хотя у них самые благородные намерения, но не всегда могут вести себя в этот день деликатно. Старайтесь очень вежливо отказаться от этого общения, никого не обидев и не унизив. И если эти советы оказываются полезными, постарайтесь деликатно и грамотно принять совет, не вступая в полемику. За важные и ответственные дела лучше браться с самого утра. Голова у нас с вами свежая, еще не забита никакими проблемами, мозг работает четко и на полную силу. Вам сегодня легко удается решить давние проблемы, определиться с планами на будущее. Также стоит поделиться своими идеями и с близкими людьми. У вас есть шанс получить от них поддержку, при этом как моральную, так и материальную. Сегодня вероятны успехи там, где требуется творческий подход и вдохновение. Стоит в спокойной обстановке обдумать вопросы, связанные с работой и бизнесом. Не исключено, что вы сможете по-новому взглянуть на многие вещи и ситуации, которые тревожили вас в последнее время. Многое у вас получается сегодня очень хорошо. Порой вы беретесь за дела, даже изначально не рассчитывая на их успех. Некоторые из вас найдут способ получить заманчивые деловые предложения или смогут заметно увеличить свои доходы. В этот день хорошо браться за что-то новое, и вы легко и быстро разберетесь, что к чему. Легко достигаете первых успехов. Вы поймете, чем бы вы хотели заниматься и какие способности у себя хотели бы развивать. Очень полезным и наглядным окажется для вас пример ваших старых знакомых. Сегодня очень хорошо проходят любые встречи, в том числе и незапланированные. В этот период, вероятно, интересные знакомства, и вы очень быстро производите на окружающих хорошее впечатление. И всегда точно знаете, с кем можно иметь дело, а с кем нет. Вы настроены решительно и наверняка добьетесь своего, даже если обстоятельства будут складываться не самым удачным образом для вас. Вы обязательно найдете единомышленников, людей, старых друзей, которые так же, как и вы, готовы на многое, не боятся трудностей, ни опасностей. Очень важно помнить, что сегодня совсем не нужно соперничать со всеми вокруг. Лучше и выгоднее для вас поискать союзников, а не врагов. Сегодняшний день требует разборчивости в общении. Особенно важно быть настороже с теми, кого вы плохо знаете. Такие люди могут попытаться ввести вас в заблуждение.
Сегодня вы во всем полагаетесь и руководствуетесь здравым смыслом, и не поддаетесь на провокации, и никому не позволяете ввести вас в заблуждение. Старайтесь сегодня найти общий язык даже с самыми сложными в общении людьми. И постарайтесь лучше проводить время с теми, кто настроен к вам дружелюбно и рад вам искренне. От этого общения вы сможете получить гораздо больше энергии и удовольствия. Старайтесь сегодня избегать напрасных расходов. Незапланированные покупки тоже очень нежелательны, и вряд ли они будут удачными для вас. Сегодня стоит избегать праздных разговоров, и не нужно пытаться раскрыть чужие секреты и тайны, а вот собственными новостями лучше сегодня не делиться. Вообще, чем меньше вы сегодня будете рассказывать о своих делах, тем лучше для вас. День сегодня очень хорошо подходит для общения с друзьями, а также людьми, которые разделяют ваши увлечения. Не исключены неожиданные интересные предложения, или вам будет предложено дело, которое по-настоящему сегодня вдохновит вас. Очень полезно сегодня проявлять инициативу во всех сферах жизни. Желательно действовать самостоятельно, это поможет вам сэкономить время, избежать лишних разногласий и пустых споров. У вас будет возможность чему-то научиться или, как вариант, освежить старые знания. Не исключены сегодня встречи с людьми, которые были вам когда-то дороги. Также сегодня будут шансы восстановить прежние отношения. Однако нужно прислушиваться к интуиции. Она подскажет, стоит ли пытаться вернуть свое прошлое. Вам не всегда сегодня удается доказать свою правоту, но чуть позже она станет очевидна для всех. Будьте терпеливы с окружающими. Если они не всегда понимают вас с полуслова, то вовсе не потому, что специально пытаются досадить вам. Часто вас выручает чувство юмора. Уместная шутка способна осадить многие острые углы. Также сегодня будет шанс получить интересную информацию, поэтому не упустите возможность порадовать себя. У вас будет возможность сегодня и сменить обстановку, отправиться, например, в какую-то очень интересную поездку. Можно сделать какие-то незапланированные покупки или, как вариант, побывать в каких-то достаточно интересных местах. Обращаем ваше внимание, что сегодня 13 ноября, 13 число, к сожалению, многие этого числа боятся, и поэтому, если у вас, вы интуитивно чувствуете, что в этот день это не ваш день, вам лучше побыть дома, сделайте это, потому что в нашей интуиции это дает нам подсказки. Многие люди почему-то считают, что это все ерунда, но если ваша внутренняя чуйка вам говорит об этом, соглашайтесь и делайте. Друзья, по лунному календарю у нас сегодня с вами 19 и 20 лунные сутки. Убывающая луна в знаке зодиака Рак. Обращаем ваше внимание, что сегодня вашим, наверное, главным, основным врагом недоброжелательным станет резкость в словах и импульсивность в ваших поступках. Очень важно в этот день не давать эмоциям взять верх над вами, для того, чтобы сохранить свое счастье и радость. Все-таки, друзья, у нас с вами воскресенье, и хочется его провести в хорошей, спокойной обстановке. Обратите внимание, что если сегодня у вас с одежды упадет пуговица или она пропадет, это верный знак того, что вас кто-то сглазил, и нужно обязательно предпринять меры по защите своего биополя. Также сегодня ни в коем случае не верьте никаким новостям. Почему? Потому что эти новости будут вводить вас в заблуждение, или вы неправильно примете решение, и, соответственно, вы откажетесь от каких-то возможностей, которые, возможно, поступили в вашу жизнь. Также сегодня существует риск повстречать обманщика или мошенника, поэтому в этот день старайтесь поменьше заводить новые какие-то знакомства, и вообще старайтесь в этот день поменьше общаться с людьми, которых вы мало знаете или вообще первый раз видите. И очень важно сегодня перед сном принять душ. Для чего? Чтобы очистить свою энергетику от чужого негатива. Друзья, и в этом видео мы хотим с вами поделиться очень прекрасной практикой. Это практика, благодаря которой вы можете получить деньги, которые появятся неизвестно откуда. Итак, что нужно сделать? Вам нужна солнечная сторона квартиры или дома, или то окно, через которое солнце больше и дольше всего заглядывает в ваш дом или квартиру. И обязательно для начала хорошенько вымойте его, говоря следующие слова: «Мое окно, ты проводник, и деньги в дом притянешь вмиг».
Далее, левой рукой напишите ту сумму, которую вы хотите получить в самое ближайшее время. Только большая просьба, не пишите какие-то баснословные цифры, которые вот вы понимаете вот интуитивно, что это не то. Ну, например, не нужно писать $1 000 000, когда вы понимаете, что у вас зарплата, ну, в 2 раза намного меньше. Пожалуйста. И далее скажите следующие слова. Денежную сумму называю, деньги привлекаю. Да будет так. Теперь каждый раз, когда вы будете открывать форточку, и для того, чтобы проветрить ее, говорите следующие слова. Богатство, залетай. И вот эту практику всегда проводите тогда, когда вам действительно нужны деньги. Как видите, очень простая практика, но очень эффективная. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, а мы с вами уже услышимся в следующем видео. Друзья, прямо сейчас на экране видите 2 прямоугольника. Это следующее рекомендованное видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам благ, друзья, услышимся с вами в следующем видео.